Ура, мы это сделали! Представляешь, дай, мадам, я пожму тебе твою ручку. Мы находимся в Таджикистане на перевале Ак-Байтал. Новое название Хушанг. На высоте 4655 метров. О, сколько мне всего это стоило. А, вы не поверите. А если ты, который сидит в тепле и хочет увидеть, как мой пролегал путь, что меня ждало и что меня будет ждать дальше, садись в свой удобный диванчик, ложись на удобную кроватку под одеялко или на крайняк за кухонный стол вместе с чаем и печеньками. Устраивайся, в общем, поудобнее. А мы желаем тебе приятного просмотра. Просто высота большая, мне трудно собраться с мыслями. Желаю приятного просмотра, ребята. Не переключайтесь, а мы начинаем. Надо быстрее сваливать отсюда, пока я здесь не сдох нахрен. Ну вот и доброе утро. Сегодня великий день великого человека для великих дел и для великих приключений. Но об этом чуть позже. Докладываю. Вчера я доехал до города Ош, остановился в хостеле Салам. Ну тут и отель, и хостел, все в одном месте. Где он? К посещению данного хостела нет моих рекомендаций. Отвратительное место, отвратительные люди. Как вам сказать, вот товарищи на дорогах ведут себя невоспитанно, да, как бы могут там подрезать, залезть и так далее. И в принципе, общаясь вот с некоторыми людьми, я не говорю за всех, но много людей мне попадается, у которых воспитание оставляет желать лучшего. А именно, вот сегодня я остановился в данном хостеле. Один из соседов, да, полночи там протрындел, там что-то на своем, я не знаю. С утра такой, ЧП, я тебе не помешал, не. Но я как бы своими делами занимался еще, как бы не столь. Но есть время отбоя, да, и тишина и тому подобное. А не в комнате лежать там, потрынделки себе устраивать. Как бы если бы меня это сильно напрягало, я бы уже там сам бы решил этот вопрос. И второй момент, да, в соседней комнате там, они рано вырубились, видимо, и в 7 утра они уже там давай галдеть, а стены картонные, все это слыхать, бегают туда-сюда, в туалет, все это слышно. Ну, короче, вот такое у меня, потому что я 2 часа поспал всего, сначала я приехал, меня нервы трясти, короче, то, что, не знаю, перенапряжение от дороги, или усталость, или еще что-то, или болезнь вот эта. Короче, я приехал, меня давай колбасить, еле успокоился и под утро вот только вырубился. На сегодня едем, сначала снимаем деньги где-нибудь, и снимаем и обмениваем. Здесь на углу открылся вроде как вот там вот обменник, сейчас туда схожу. Хотя бы какие-то монетки надо взять для того, чтобы в Таджикистане можно было заправляться. И если что там на питание какое-то. Это первое. Второе, направляемся в сторону границы. 320 километров до границы и до пограничного пункта. И еще один момент, я толком не могу сказать, работает он или нет. Но в интернете спорная такая информация. Но мне кажется, работает, если что, направляемся в ту сторону. Навигатор Яндекс вообще показывает или через Узбекистан, говорит, езжай, или, говорит, езжай напрямую через перевал Ак-Байтал, через Мургаб. Но желания у меня сразу подниматься на этот перевал нету, тем более я пропуск не делал, я еду в Душанбе. Первым делом сделать пропуск и, во-вторых, пройти более-менее такую нежную, скажем, акклиматизацию, постепенную, плавную. Так что пока планы. Ну, планы это сложно назвать, пока видение такое этого дня. А вечером я вам озвучу, почему это великий день великого человека и для великих путешествий. Ладно, до следующего включения.
Эх, какова красота! Решил остановиться вам, эту красоту тоже показать. Здесь, видимо, укрепляют или стоянку будут делать. В той стороне тоже вершинки. И коник стоит. Ну вот это вообще прикольненько выглядит. Сейчас поедем по этому серпантинчику. Попетляем малость. Ну что, ребята, я приехал в место под названием Сарытаж. Желтый камень по-татарски, сибирский. Состояние у меня такое, что сердце сейчас как будто выпрыгнет. Сзади остался перевал. 3400 где-то высота была, может чуть побольше, 3500. Впереди Памирский тракт, граница. Но я уеду, попытаюсь немного правее на Душанбе. Но если прямо поехать, то сразу на перевалок Байтал можно подняться. Так, переключаюсь. Смотрите, вон впереди какие горы. Действительно мне туда надо ли вообще? Блин, надо быстрее с этой высоты слазить. Недосып, усталость, кислородное голодание дает о себе знать. Стою еле как на ногах. Сердце маслает, башка подъезжает, короче. Но иногда бывает у меня у самого такое самочувствие, даже в низине, дома. Ну, сейчас прям что-то, то, что я вот неделю эту толком не спал. Сегодня еще и дал 2 часа, так совсем печальненько. Сейчас поедет, там какой-то я видел пограничный пункт. Посмотрим, пропустят, не пропустят. Так, коня заправил, себя немного подзаправил в кафешке. Тут бензин есть и кафешка. Вот кафешка, где она? Тут вот кафешка. И позади заправка есть. 92-й только бензин. И все. Но двигаемся вперед. Как бы тяжело не было, едем. Слазишь с мотоцикла и начинается сердцебиение. Сейчас на высоте находимся 2600, решил
сделать свои дела и немного поснимать то, что происходит. Утеплил шею, ветер это надувает, так-то солнышко греет, так все вроде стабильно. Да, я полагаю, это все из-за жесткого недосыпа. В прошлом году на Кавказе я на высоте там 2500 такого ничего не испытывал, но здесь на 500 метров чуть повыше. Да и вчера мы перевал проезжали, что-то мне не очень комфортно. Плюс еще поел, может из-за этого тяжко. В общем, едем на границу, 58 километров показывает Google карты. Сейчас пока стоял, остановился немец на мотоцикле Гималай. Наверное, Энфилд Гималай, да? Или... В общем, если знаете, напишите. Вот так побеседовали. Он говорит, что ночевал там, в населенном пункте, и просто в эту сторону скатался. Сарыташ, он там вот ночевал, и скатался просто в ту сторону. Я так и не понял, зачем, просто осмотреться, наверное. Но, говорит, таможню на Таджикистан он не проходил. Дорога, говорит, здесь вообще нормальная. Вроде кажется, что ты едешь где-то в низине, грубо говоря, по степи такие, как будто, ну, вообще высоты тут нет. Вот справа на макушечке, вот это сразу видно, как будто Кыргызстан, вот такого цвета горы. Всю дорогу такого цвета. Ну, может, еще чуть рыжевато, коричневато такие. А вот с левой стороны горы вообще жесткие, черные, где-то макушки белые, такие прям суровые, сразу видно там Таджикистан. Сейчас как бы пройти таможню, и может где-нибудь остановиться в низине. Говорят, еще впереди перевал должен быть какой-то. Ну, посмотрим. На более комфортной высоте едем 2400. Смотрите-ка, я думал, на Сарыташ будет последняя заправка, а тут еще по дороге куча заправок. Практически в каждом населенном пункте встречается. Там не Казахстан, по 200 километров проезжать и ни одной заправки. Здесь с этим получше. Но манера вождения, культура вождения здесь намного хуже. Я, конечно, не сравниваю там с какой-нибудь Индией, но если сравнить там Казахстан, Россию, намного хуже. Как бы все куда-то вклиниваются, как будто им только надо проехать. Бывает навстречу лоб-лоб идут. Что на малых машинах, что на больших. Это, конечно, портит впечатление о стране. И это не только мое мнение, как бы я разговаривал с людьми, которые были, да, в России, жили какое-то время, ездили там за рулем и вот приехали в Кыргызстан. И вот такое же впечатление. Пока солнышко не ушло совсем за тучи, пока сухо, можно с вами и поговорить, отчитаться о проделанной работе за день. С утра я говорил о великом человеке, о великих путешествиях, но я имел в виду себя, и я немного обосрался. Пацан к успеху шел, но не фартануло. В общем, приехал я к населенному пункту Карамык после Сарыташ, 100, где-то 120 километров между этими двумя населенными пунктами. Но меня там не пропустили. Мне просто с мыслями очень тяжело собраться. Состояние удручающее. До сих пор я не спал. Лучше мне не стало. Хотя высоту сменил где-то 2,5. В общем, я приехал туда. Это граница внутренняя между двух государств.
получается, граждане этой страны и той страны могут ходить через нее. Но она не международная, и я по ней не смог через нее пересечь, границы не получилось. Теперь я знаю, что, оказывается, есть такие границы, не через все можно. И они мне предложили, там вот где Сараташ, начинается Памирский тракт, через Акбайтал, через Мургаб, напрямки, сразу на 4600. Или есть второй вариант. Ехать через Узбекистан в круг. Через Узбекистан у меня, желание было поехать, но у меня с собой дрон. Там с законами проблематично, то что уголовное наказание, если завозишь дрон. Вот, оставить я здесь его, не знаю кому, или отправить. Но у меня желания как такового нету, не появляется, чтобы через Узбекистан ехать в Таджикистан. Завтра я включу дурачка и поеду через вот этот, в общем, через Мургаб, который идет дорога, через напрямую на Памирский тракт сразу. Кто-то скажет, что ты будешь включать, ты и так такой. Возможно, вы и правы. Поеду туда, скажу, я ничего не знал, какой пропуск на Памирский тракт. Честно, я опустил руки на сегодня. Надо поспать немного, прийти в себя. Возможно, завтра появятся силы бороться с тем, что выпадает на мою долю, на нашу с Хондой. Еще, почему я с утра так сказал, великий человек, великие приключения. Хотел я сегодня отпраздновать свой день рождения, как в мультике про Винни-Пуха. Ослик я. Ему когда подарки тащили, что-то вспомнилось. Не знаю, что-то обидно так стало. Я хотел в Таджикистан заехать и там купить тортик, воткнуть свечку и немного в одиночестве, как в одиночестве, с вами, с камерой, с мотоциклом, с дроном, кто еще у меня, палатка есть, с вами праздновать это 35-летие в третьей стране. Но, к сожалению, я остался в Кыргызстане. Просто не то, что обидно, что я здесь остался, а то, что намеченная цель не исполнилась. Но, возможно, она исполнится завтра. Просто пытался и не получилось. В Кыргызстане мне приятно находиться. Люди здесь добрые. Хотя про движение я говорил. Иногда подбешивает. Скот, который вылазит на дороге. Это, как бы пустяки. Вот доброта людей, которые отзывчивые, мне очень по душе. И красота этих мест. Возможно, вы видите кусты, и, возможно, вы успели увидеть вот только этот вид. Я хотел бы вам свой день рождения показать лагерь. Больше нечего мне показывать. Лагерь, где, в каком месте, в какой красоте он расположен. Вот так вот у нас в круг. И там вообще красиво, да? Прямо. Шапульки такие, шапулечки. Вот здесь вы уже видели.
Это тоже. Давайте в круг уже все покажем. Здесь течет речка. Говорят, она грязноватая. Но куда она впадает, она там еще грязнее. Пойду немного оботрусь, потому что течение там сильное, заходить не буду. Вдруг унесет, тем более сил нету. Какой там с меня сегодня пловец. Так-то плавать не умею. И праздничное меню. Хотите увидеть, какое сегодня? Я даже в деревню заехал, не смог найти никакого тортика. Я вот заезжал в кафешку на Сарытаж. Вот у меня осталась лепеха. И в термосе вчерашний чай. Такой день рождения. Скажете, что ты ноешь? Есть исполнитель, если правильно, Мусагалиев, да, в Камеди. У него песня есть такая матерная. Что ты типа ноешь. Да не ною я. Не ною. Просто поделился с вами немного своими эмоциями о наболевшем. А связи нет. Опять ною. Да просто хотя бы домой позвонить. Все сделано. И ладно бы я там ничего не сделал. Сказал, блин, у меня тут связи нету. Купил сратую симку. Оформил этот телефон, зарегал. А меня походу кинули, и ни хрена у меня теперь не работает. Нахожусь я в Кыргызстане. Без связи, без ничего. Хотя бы в интернете можно было бы позалипать. Что-нибудь интересное посмотреть. Да не переживайте вы, все нормально. Очухаюсь, оклемаюсь. Просто на картинке всегда все весело, прикольно, всякие случаи. Но не всегда вам все показывают на самом деле, как происходит. Даже множество кадров я сам лично вырезал, и вы многое не видели с моих поездок. Там тоже были сложные места. Всегда стараешься взять себя в руки, в лапы. И еда мне, если что, с Тюмени еще катается, не переживайте. С голоду я здесь не помру. Тушняк, гречка, каши, все есть в мотоке. Воду я набрал, автономно я могу существовать. Обидно только за тортик, то что я не купил тортик. Даже свечку привез с Тюмени, чтобы поставить свечку и типа задуть. Но при таком ветре ветер бы сам задул все это. Палатка с первой ночи еще не доставалась, как вы поняли. Я ночевал в хостеле. Она по сей день сырая, каталась со мной в кофре. Поставил, пусть просыхает. А мы с вами пока прогуляемся на речушку, посмотреть вообще, что да как. Интересно, насколько здесь безопасно ходить. Но в мотоботах-то безопасно. Блин, а сюда что я наступлю, если я ж провалюсь? Нет, смотрите, как твердо. В мотоботах безопасно, я имею в виду про змей. Я переживаю, что здесь может быть где-то змеи есть. Блин, ну я далеко не уйду. О, вода-то холодная. Ёк-макарёк. Чуть на камнях не подскользнулся. Заодно и мотобот сполоснул. Вот она, река. В такую реку зайди. Как говорят, в одну реку дважды не зайти. Конечно, не зайти. Как унесет тебя и все, ты даже не выберешься. Буль-буль карасики, блин. Не, ну вид-то какой, скажете, а? А? Сколько вам можно показывать? Давайте, накидайте хоть каких-нибудь... Ой-ой-ой, тонул. Каких-нибудь поздравляшек.
А здесь кто-то был, что-то рисовал даже. Не буду комментировать, на что это походит. Ой. Животноводство тут развито, и следы от животных остались. Мотоцикл спрятал под чехол. Ну, во-первых, от дождя, а во-вторых, чтобы куча детей не увидела и не прибежала, потому что населенный пункт рядышком, я останавливался там, они облепляют мотоцикл сразу. Сегодня готовить не буду, просто хочется сейчас немного сполоснуться, лечь, и, возможно, получится выспаться за эти дни. Не знаю, со сном вообще какие-то проблемы. Нервы шалят, видимо, дорога напряженная, поэтому как-то все это сказывается. Около, сколько я уже, даже не смотрел, 4000, наверное, где-то проехали. Ладно, хорош ныть. На этой позитивной ноте мы будем с вами прощаться, а завтра стартанем на перевал, на границу, и пусть попробуют нам отказать. Завтра покажет. Будет день, будет пища. Давайте, до завтра. Всем привет! 8-й день моего пути. И он начинается с быстрых сборов, потому что я капец как околел. Экипировку я напяливал, конечно, это было нечто. Вся защита, которая в ней есть, а вся каменная стала. А все почему? Вчера было 25 градусов, а ночью было, я даже не могу представить сколько. Если вы посмотрите на палатку, сейчас она уже подтаивает, солнышко выходит. В общем, не знаю, вроде видно на камеру, да. Она вся в снегу, в инее, замерзшая в воде этой, испарениях. Капец, ну смотрите, природа какая. Сейчас солнышко с другой стороны. Вообще видок какой поменялся. Еще все спит. Кроме петухов. Петухи с утра уже чирикают там. Не дают поспать. Ну что я могу сказать? Сегодня день повторения, да. Пытаемся пройти границу. Сейчас еду до Сарытаж. Где-то около 100 километров, чуть меньше. Там легкий такой завтрак. Возьму чай, в термос налью, потому что вообще, сейчас что-то делать, время тратить. Легкий такой завтрак и пробую на границу с Таджикистаном заехать, включить дурачка и все такое. Но, главное выехать отсюда. Я вчера заехал, как бы тут через бродики такие небольшие, речушечку, там поля и все такое. Ну, сейчас попробуем выехать. Ну все. Тут еще включение. Батарейка разряжена. Не знаю, хватит, нет, выехать. Немного экшн камера подвела. Батарейка сразу села. Там хотел бродик показать. Пока ехал, там с коровками поговорил. Такие приколы почудил. Дорога прикольная, там выезд был. Но, к сожалению, ничего не заснялось. В итоге по трассе было около 8-6, там где-то вообще до 4 градусов. Заехал в ту же кафешку, поел вчера, где в Сарытаж. Там же заправил мотоцикл, приехал на границу. Ну и стою здесь уже полчаса. Мне сказали, что без пропуска меня не пустят. Ну, как бы, нужен, в общем, пропуск. Я говорю, что как сделать? Типа, есть у начальника там контакты какие-то в турфирму, что-то надо куда-то звонить, писать, чтобы они письмо отправили, еще что-то. Ну, короче, головомойка. Здесь интернет не ловит. Вчера, кстати, мольбы мои были услышаны. Только я с вами поговорил, лег в палатку, начал лежать, отдыхать. И думаю, дай перезагружу телефон. Перезагружаю. Оп, интернет, думаю, ништяк. Как бы
День рождения удалось, есть интернет. Все, здорово. Ну, в общем, здесь был тип один на крузаке 200-м белом. Сначала мне сказали, типа, начальника погранслужбы, что ли, надо же ждать, что у него контакты есть. И сзади в очереди стоял на крузаке вот этот мужик, парень. Он говорит, о, пчела сейчас меня жухнет. Он говорит, что может сделать в ускоренном режиме, типа 50 баксов стоит. И есть простой режим, типа 15 стоит, типа с ожиданием 3 дня. И говорит, что можно будет перевести на российскую карту. Я сказал, что он сфоткал паспорт, уехал. Неизвестно, говорят, долго ждать. Здесь есть вон парни. Вчера вот с одним познакомился. Как поговорили, так с Германией, который. И вот второй с Франции. Фотку приложу. Ну так, частично понимаю, что они говорят. Половина ни хрена. Сижу тут рядом с заборчиком. Ожидаю, говорят, 3-6 часов ждать. Хрен его знает. Не снимая в сторону таможенных служб, чтобы не провоцировать. Но Ак-Байтал не так уж и далеко от границы. Всего-то рукой подать. Тут, кстати, объездная дорога есть. На Африке я ее нормально приеду, можно стартовать. Короче, женщина сказала, что нет, без пропуска нет. Ждем. Я уже готов, если что, разворачиваться и ехать обратно через Киргизию в сторону дома. Не заезжая в Узбекистан, не посещая Таджикистан. Время идет, бабки кончаются. Следующее, если будет, ну, в этот раз не получится, в следующий раз лучше подготовимся по деньгам, по мотоциклу. Еще сегодня смотрю автосмазчик, моросит опять. Короче, опять скоростной датчик отпал. Проехал он 4200 где-то. Вчера смотрю, цепь уже сухая такая. Думаю, что такое, может, по пыльной проехал. Из-за этого поднавалил. А смотрю, потом скорость не показывает. Ну, надо разбираться, мультиметра нету. Надо иметь понимание, в чем отказ. А так у меня как бы есть второй дополнительный датчик, заниматься не хочется. В принудительном режиме через кнопку все работает. Будем вручную мазать, если что, ехать. Ну, посмотрим. Если что, всегда есть вариант взять масло, намочить зубную щеточку, свою причем, потому что запасной-то нет, и ею мазать уже цепь. Каждые там 100 километров, грубо, остановился, помазал, но дальше езжай. У пацанов я посмотрел, цепи вообще ужасно состоит. Ладно, будем ждать, если что, и держать вас в курсе. И, кстати, приложение у дрона, походу, надо было просто обновить. Сейчас сидел в кафешке, там был Wi-Fi. Здесь просто в этой округе не ловит ничего. И вот в кафешке скачал приложуху. Поставил, вроде должно работать. Так что, если что, сможем мы на дроне показать вам. Ну, а Байтал смысл вам показывать, мы и так будем на вершине, но и состояние здоровья. Здесь-то я хожу немного, да, туда-сюда, чувствую, опа, приходы. Но сегодня выспался получше немножко. Ну, как выспался, поспал, скажем, поспал, не выспался. Там мужик, потому что, блин, я только вырубился. Ну, я рассказывал на экшн-камеру, этого не попало, видимо. Я только вырубился в 6 часов где-то. Палатку поставил, все. Сплю и слышу около палатки какое-то хождение, движения какие-то. Только глаза открываю, слышу, замок открывается у тамбура, у палатки снаружи. Я такой, опа, а что? Говорю, кто? Кому что надо? Говорю, молчит, короче. И я это свою сторону открываю. И вижу там такой тип, короче, как будто синий, но глаза красные, такой весь непонятно. Что-то на своем бурчит. Я говорю, что надо? Кто говорит? Он что-то сказал там на своем. Я его не понял. Он на меня так смотрит, он меня не понимает, я его не понимаю. Посмотрел, тамбур закрыл, вышел. Он, видимо, кого-то искал. Ну, кого он мог там искать? У кого там есть вообще? Ну, видно же по мотоциклу, что он не местный. Ну, и палатка, мне кажется, тоже видно, что не местный. Ладно, в общем, буду держать вас в курсе. Еще по дрону, что? У него постоянно какие-то проблемы. Я выехал, когда в Казахстане вот снимал озеро. Давно хочу это рассказать, пока есть время. И с озера кадры такие получились низкие.
Это из-за того, что у дрона, короче, проблема с набором высоты из-за того, что я не зашел в профиль. Хотя в России он работал все нормально, и, видимо, какое-то время прошло, и настройки слетели или что. Короче, нужно было зайти в профиль. Потом я в кафешке тоже там, пока ехал, настройки эти зашел, вошел, все сделал, и все. Потом вот где я летал-то на нем? Это же... на этом, на каньоне летал. Вот там уже с настройками все нормально, он летал. И потом заехал в Киргизию и вообще перестал работать. Но, надеюсь, не зря я увожу. Все-таки удастся вам что-либо показать красивого. Ну, теперь точно. Давайте до следующего. Так, ребятки, пришло время немного побеседовать и рассказать, как у меня дела, как прохождение границы и все такое. Когда я, готовился, читал, информацию какую-либо, что требуется для прохождения границы и все такое, но почему-то мне не попадалось данной информации. В общем, для Памирского тракта нужно разрешение, да? Выдается оно в Душанбе или в правительстве, представительстве, точнее, Таджикистана в другой стране. Допустим, в Кыргызстане, там, в Бишкеке можно это сделать и так далее. Вот. Ну, ладно, вот без этого разрешения я и поехал на границу. Я думал, прокатит. Не прокатило. Вот. Потом подъехала вот машина, как я рассказывал. Я думаю, сейчас можно будет сделать. Все, я согласовал. Взялись. И они, пропуск. Никто ничего не говорит. В итоге я там заплатил что-то 2 с чем-то в рублях, перевел на карту кыргызскую, да. И мне начали делать ее. Сказали, до вечера сделать. Уже вечер, еще ничего не сделано. Вот. И потом я что-то ходил, 6 часов протусил я на таможне, на границе, то есть. Оказалось, что нужно не только этот пропуск. Этот пропуск нужен, когда ты заедешь уже на границу с Таджикистаном. А я пытаюсь выехать из Киргизии. А так как у них обстановка не такая уж хорошая между Таджикистаном и Киргизией, получается, что хоть ты и турист, хоть граница международная, но она работает по пропускам. И вот этот парень, который согласился с турфирмой сделать мне пропуск, за который я 2 с чем-то заплатил, он, оказывается, сделал мне вот этот пропуск, чтобы я выехал из Кыргызстана через вот этот пропускной пункт. А по-мирски он мне не брался делать. Я ему написал, он говорит, мы сделаем и по-мирски. В итоге я протусил, пока с мотоциклом поразбирался, посидел с иностранцами потрындел, с кем только я не потрындел. Вот. И потом начал думать, что делать к вечеру ближе. Время-то идет, в общем, в животе урчит, спать где-то надо. Посмотрел я погоду, на ночь ожидает в ближайших местах около 2 градусов. Это по интернету, да, вы знаете, что оно бывает разнится. И еще я посмотрел за перевалом деревню, думал, может там переночевать, что там теплее будет. С этой стороны перевала, в Сарытаж посмотрел. В общем, прогноз для меня неутешительный. Спать придется на морозе. И я подумал, ладно, денег и так кот наплакал. Вообще ходишь самому надо было додуматься, взять так мало. Все же расчет на Таджикистан, там посмотрим. В итоге снял я хостела. Хаус-дом называется. Хаус-дом, говорю. Гостевой дом. Гест-хаус. И вот где я обедал, завтракал, вот в этом же месте я и снял. Стоимость 1800 сом за спальное место. Тут также спальные места, как в хостеле, только не двухъярусные, одноярусные, и
Там вот в моей комнате 4, что ли, места. Туда входит завтрак и ужин в эти 1800. Но так как я не обладаю такими средствами, но договорился на 1000 поспать. Но мне потом сказали, что за 1000 я могу и поесть завтрак. Вот. Большая благодарность хозяевам этого места, вот, который вот кафешку держит. А сейчас мне нужен ужин. Я сижу тут. Где там? Рядом с мотоциклом. Сейчас. И такая обстановка по кайфу. Сижу тут на кофре, расселся, грею воду. Сейчас сделаем 2 пакетика гречи и добавим на 2 пакетика 1 банку тушенки. Одна будет полбанки тушенки и пакетик на завтра, наверное, ну или на черный день, там не знаю. Одна будет на сегодня. Вот так и сижу, как бедный родственник. Ну, говорят, попадались мне выезжающие из Таджикистана, говорят, там жесть. Дорога жесть, инфраструктура жесть, погода тоже самое. Но сегодня я смотрел, там что-то около 3 плюс 5, может быть. Ну, такая погодка была на перевале. Ну, это прям хорошая погода для этих мест. Но чувак там спустился, говорит, оттуда. Там, говорит, вообще никакой горной болезни у него ничего не было. Кстати, я вот тут тоже сижу. Ну, я весь день на 3 провел, так что мне уже нормально, я уж привык. Как бы бывает, там резко встал, там, может, еще поехала. А так, более-менее, есть но. Это чуть позже. И вот он говорит, там 2 перевала, один что-то поменьше, 4,5, и второй там 6. Ой, 6 говорю. 4, все запутал. Один поменьше, короче, может 3,5 или 4, а второй вот 4,655, да, Акбайтал. Вот он говорит, между этими 2 перевалами, говорит, там вообще так мело, так задувало, говорит, мотоцикл боком, говорит, я, говорит, весь замерз, продрог и так далее и тому подобное. Так, сейчас пауза, я закинул гречку в воду. Вот, закинул гречку. Сейчас будет вариться. Что я там рассказывал про перевал, короче, что и по асфальту там жесть, говорит, ямы попадаются, типа надо быть аккуратным. Про пухляк рассказал, про то, как там на постах, короче, где что, как, ну так побеседовали. Из Белгорода, что ли, Леха Алексей на Гусе 800. С Германии тоже вот Мануэл, вроде зовут правильно, помню. Он прождал там тоже 6 часов, и его запустили на границу. Он там вообще паниковал. Велосипедисты в 4, где-то 4:30 подъехали. Я говорю, может, вам завтра надо, тоже с Германии. Я говорю, может, вам завтра на перевал-то этот надо. Ну, у нас, говорит, типа, есть тент. Я думаю, ну, блин, тент вам не очень-то поможет. При температуре 0 градусов, в темноте там по перевалу барахтаться на этих велосипедах. Гречки как-то многовато вышло. Я думаю, пакетик он тот оставим. Так и в пакетике. Обычно я делаю как вот сюда половинку съедаю. Вот она, половинка здесь. И пакетик здесь тоже. И второй варю. Половинку тушенки вставляю и туда затрамбовываю пакетик. Второй сваренный. Но обычно все входит. А тут что-то не совсем. Что-то как-то пакетика слишком много для этой баночки тушенки. Я думаю, оставим пакетик так. Тушенку тоже так оставим. И завтра там или когда-нибудь уже их смешаем и также вон на сковородке приготовим.
у нас суп получился, а не гречка какая. Так, пора выключать все это дело. Тушить. Газ не лишний тоже. Но пора бы избавляться. Я взял 2 баллона. Тушника тоже 2 баллона. Довез я их до Киргизии. Надо хоть есть изредка то, что берешь. Может, заодно и мотак полегчает. Немножко. На килограммчик. Ну что, приятного аппетита. Тушенка вроде ничего. Будь. Такой сам все. Голодный. С утра вот как поел. Там еще печеньки брал. Печеньки там стоптал. Короче, весь день там. Ничего это. Облизывайтесь. У вас-то такого нету. На горелке, в горах, на 3000 метров, Сарытаж, на границе практически с Таджикистаном. Гречка наша, российская, и тушенка. Не шарите. Ладно, будем прощаться. Еще хочу запустить дрончик. Оказывается, у меня с приложением была проблема. Скачал я приложуху, обновился. И вроде все должно работать. Еще не было запуска пробного. Сейчас поем. Солнышко как раз нормально, облачков нету. Возможно, удастся передать вам немножечко этой красоты. А после дрона будем прощаться. И до завтра. Надеюсь, завтра будут готовы пропуска, и мы сможем пройти все-таки эту границу.